Журналисты нас решили порадовать второй раз. Первый раз они нас удивили, рассказали, что есть какое-то ремесло, которое что-то рассказало и потом оказалось в дурдоме. Причем те, кто не следили за ним, а за ним, видимо, не следили никто, кроме тех, кто ему сливает ваш бюджет и ваша пенсия, если вы из России меня смотрите. Ну, если я правильно понимаю, как работают вот такие никому не нужные, которые там что-то изображают, какую-то повестку, то, в общем, ему создали имя, и это имя, я еще раз, непонятно, откуда он пришел. Я вообще не исключал бы, что он из дурдома вылез, потом его туда вернули. То есть я вообще поначалу думал, что он вернулся домой. Но потом как-то так становится понятно, постепенно начинаешь разбираться, что он медийная личность. Но тем не менее, короче говоря, данная личность очередная новость, но теперь эта личность опять выходит из дурдома. Ну, то ли первый раз она оттуда выходит, точно не знаю, но инсайдер уделяет этому внимание. А я со своей стороны, если кратко, то есть ему просто сделали имя на том, что он там что-то говорил, я даже не очень хорошо помню что. Провластного блогера Илью Ремесло, ну, как обычно, провластный, значит, вообще непонятно, что о нем можно сказать, кроме этого. Выпустили из психбольницы. Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену. Это произнес он. Илья Ремесло сообщил, что вышел из петербургской психиатрической больницы номер 3. Мне хотелось сказать, я вообще думал, что с ним попрощались. Ну так вот, познакомились и попрощались. Тот случай, когда, ну, больше ничего нет. То есть такой монтаж, как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Ну, то есть, здравствуйте, я такой-то. Ну, привет. Я пошел в дурдом. Будь здоров. И вот он оттуда выходит, а теперь я вышел. И так уже начинает становиться утомительным этот разговор, потому что все время хочется спросить, что тебе надо-то? То есть просто... Кто ты? Что ты создал в этом? Просто, давай, расскажи о себе хотя бы. А он не о себе рассказывает. Он говорит, что у государства там какая-то цена. В этом нет содержания. Ну ладно. Короче говоря, после 30 дней лечения, в кавычках почему-то поставлено, куда он попал, то есть не лечили его, что ли, там? Ну тогда почему выпустили? Когда он попал после серии публикаций с резкой критикой российских властей, благодаря которым он вообще там, ну хоть кому-то, наверное, известен, он их откритиковал. Ну ладно. Ранее Ремесло был известен сотрудничеством с администрацией президента. Ну, это не очень красит администрацию. Ну, выбирали бы кого-то, кто что-то создал, снял фильм, написал книгу, просто понравился людям, харизматичный, интересный, и вы его там, когда-то Соловьев так себе имя сделал. Но это было давно. А теперь у нас появляется Ремесло, которое вообще непонятно, откуда оно появилось. Кстати говоря, ну так уж, да, так как информация это интересуешься, там вроде его папа туда положил в дурдом, ну, то есть как-то было спланировано вроде акция, ну такая версия есть. Ранее Ремесло был известен сотрудничеством с администрацией. Ну понятно. Вопрос к администрации, где вы это все находите? Не в том смысле, что тоже хочется поискать, хочется понять, какие места обходить, что ли, я не знаю, оттуда пахнет. В посте Ремесло написал, что жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену. Так. Вообще, милое мое, тебя как-то поздновато выпустили, потому что Боня нам уже сказала, все боятся Путина, и все такие, у меня смех просто в комментариях. Я просто, ладно, вы прочитали вы эту методичку, что все боятся. Что у вас мания какая-то, вам очень хочется, чтобы вас боялись? Ну, честное слово, ну, прям как-то даже грустно это выглядит. Ну, как-то надо сказать им, что боимся, иди давай. Иди там, не пропусти прием лекарства. Потому что когда выписывают лекарства, все равно принимать-то надо, да? То есть ты как там, амбулаторно или что? И рассказал, что условия содержания в больнице были довольно тяжелыми. Почему? И даже хуже, чем в колонии. Поподробнее с этого места. И, кстати говоря, любопытно, а что, есть возможность сравнить? То есть был в колонии, что ли? Я, кстати, не знаю, кто вообще о нем что-то знает. Так он вообще откуда явился в этот мир? То есть из колонии или из дурдома? Я думал, что он вернулся в дурдом, как домой. Вроде нет. Но он знает что-то про колонию, то есть может сравнивать. Ну, или просто для красного словца. В частности, из-за отсутствия прогулок. Тяжелее... то есть в колонии есть прогулки, а здесь нет прогулок, да, в дурдоме? А что там есть? То есть его привязали просто, и он не гулял, то есть вообще не двигался, непонятно. А при этом блогеры сообщают, то есть что значит, погуляй там, я просто, то есть вообще там ноги ему отрезали, что ли, это как Амон-Ра, то есть ему отчекрыжили ноги, это был дурдом имени Мересьева, что ли, или что? При этом блогер сообщил, что при поступлении был полностью чист на вещества и алкоголь. Я просто, кто ему задавал эти вопросы, что он ко мне привязался, что я был чист, он что мне предлагает-то, жениться на нем, что я чистый?
Я уже старый, я вообще не понимаю, что от меня надо. И вот так, да, у меня просто первая реакция такая. А у вас какая? Вот вы едете так в автобусе куда-то на работу, с работы, устали так. И тут какой-то хрен в рукав прицепился. Из дурдома, говорит, вышел, там было хуже, чем в зоне. Уже хочется от него отстраниться еще дальше. Ой, где-то еще побывал, хочется спросить. Да вот так вот, не знаешь же, кто это. Я из администрации президента. Вообще уже выйти хочется из автобуса. Уже раз он, видимо, не выйдет, раз он из администрации. А поставленный диагноз назвал лайтовым. Вот так вот едешь, наушники срочно и нафиг, и киваешь ему. Ремесло подчеркнул, что не жалеет о своих высказываниях по существу, однако признал, что сейчас формулировал бы их более взвешенно и без перехода на личности. Парадокс, кстати говоря, вот этого человека в том, что я делал ролик, и я, наверное, там озвучивал его высказывания, они у меня как-то вылетели из головы, просто они не зацепились за фигуру, за личность. Я даже не помню сейчас, что он говорил. Вот мне надо специально вспоминать, я не хочу. Он так привязался, что я уже не хочу, мне уже не до этого. Уже тот случай, когда я все равно буду настаивать, объяснить ему, что я не хочу. Потому что это не про меня анекдот, что легче отдаться, чем объяснить. Потому что я просто буду жестче объяснять, пока он не ляжет спать. Ну, в смысле, отдаваться он будет там, своим врачам или кому он там отдается, или в администрации. Он также рассказал, что медработники говорили ему о необходимости соблюдать меру критики. Медработники ему соблюдать меру критики. Ой, молодец. Блогер добавил, что в ближайшее... Кого он там критиковал в дурдоме? Кого он? Наполеона откритиковал, что ли? Может быть, у него и администрация президента была просто в какой-то палате? История, всем историям история. Не знаю, друзья, дополняйте со своей стороны. У меня к этой истории только мои удивления. Все, и мне просто прибавить нечего. Вот это навязчивое ничто. Увидимся.